Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Таро расклад. Личная жизнь. Почему все было так прекрасно и так сурово оборвалось? Возможно, это просто игнор. Человек игнорит вас, не отвечает. Или есть какая-то причина. Мы всегда находимся в замешательстве, когда вроде отношения развивались, и вдруг какая-то пауза. Что думать, мы начинаем додумывать, где-то оправдывать, где-то негодовать, разные эмоции. В итоге этот ворох превращается в какую-то сумятицу, и порой нам это конкретно мешает буквально кому-то работать. Мы не можем отделаться от этих мыслей. Давайте вместе порассуждаем, рассмотрим вот такой возможный вариант. И для того, чтобы вы могли правильно определиться, подходит вам этот расклад или нет, мы сделаем сигнификацию. Условно поделим на две части, пусть нам карты расскажут, кто вы. Есть смысл смотреть даже дальше, какие отношения они нам дальше будут повествовать. И как они видят человека. Итак, кто же вы? Что нам о вас расскажут карты? Узнаете ли вы себя? Какие отношения раскроют карты Таро? Итак, карта, которая вас характеризует. Усталость, вот то, что я сказала, когда, может быть, еще из рук не валится, но вы уже где-то в 5 минутах от того, что тяжело, тяжесть, на сердце тяжесть, когда все мысли где-то в другой стороне, когда чувство опустошенности, мои дорогие, вот это присутствует. У кого-то, конечно, может совпадать еще одновременно как какая-то нагрузка, буквально на работе. А у кого-то, ну, все же меня люди разные смотрят. У кого-то это те отношения, в которых вы уже успели вложиться, мои дорогие. Может быть, даже потратить деньги на этого человека. И теперь человека нет, а проблем осталось много. Вот и так тоже у кого-то может быть. Но кого это не касается, я надеюсь, может быть, один-два, кому это важно услышать. Но есть усталость все равно. Десятка жезлов. И, скорее всего, десятка – это по максимуму. Вы уже близки от итога. Вы, даже если человек до сих пор, вот на тот момент, когда вы смотрите расклад, он еще молчит, вы ответ уже знаете, что да, продолжение, скорее всего, не следует. Или, мои дорогие, вы уже сами не хотите что-то продолжать, потому что это не укладывается в ваше понимание взаимоотношений в принципе. Вы не готовы быть запасным аэродромом, или, ну это так условно говоря, или вы не готовы ждать бесконечное количество времени или непонятное. Ну, тут ведь меня разные люди смотрят. У кого-то это может быть и любовный треугольник, и тут вообще до бесконечности ничего не прояснено. Все же все зависит от искренности. И, видимо, может быть, вы в этой ситуации, когда отношения развивались, а потом пауза. Вот вы уже оказались не первый раз. Мы называем качелеобразные отношения. То вверх, то вниз. То воодушевление, какой-то подъем эмоциональный, то потом какое-то небытие. Идем дальше. Кто вы? Скорее всего, вы уже приняли решение. Для кого-то это туз жезлов может еще также говорить, что вы переключились на работу или какие-то дела жизненно важные, необходимые, вам не дают где-то зачахнуть вот в этих мыслях, потому что надо решать злободневные вопросы. Или если мы говорим про деньги, например, хоть нам жезлы, не деньги, но все же это та энергия, которая больше нашу занятость показывает, или решение дел, вопросов. Поэтому для кого-то и может свидетельствовать, что да, может быть, денежный какой-то эквивалент в ваших отношениях тоже присутствует. Вы куда-то вложились, а теперь нужно думать, что с этим делать дальше. У кого-то и так. Кто вы? Пусть нам расскажут еще. Ну, правда, тут хочешь не хочешь, а действительно вы, скорее всего, вкладывались. Кто-то успел не вложиться в отношения, кто-то из вас сейчас занял такую позицию, что я не отвечаю, допустим, на звонки.
Если ты так вот поступил, то и я теперь как будто закрываюсь. Или я сейчас занимаюсь самим собой, самой собой. Или мне нужно какой-то вопрос решить, стабилизировать собственное состояние, как и материальное, так и состояние дел. Для кого-то будет очень жалко отпускать эти отношения еще, потому что как-то уж больно все хорошо начиналось. Карта императора. Но не вы управляете этими отношениями, а какой-то император. Если меня я могу допустить, смотрят даже мужчины, значит, есть, скорее всего, женщина, вас интересуют именно отношения с другим человеком, со второй, скажем, половиной. Значит, тот человек ведет себя так же, вот как жестко, непримиримо по карте император. Он, именно от него зависит от развития. Будут развиваться отношения, будем мы встречаться, будет продолжение или на этом все закончится. У кого-то из вас, мои дорогие, конкретно какая-то ситуация, которая требует сейчас походов в высокие инстанции, к чиновникам. Может быть, кто-то обращается, ну, к власти для того, чтобы вас защитили, у кого-то и так может быть. Или есть какие-то еще злободневные дела, или ваша личная жизнь каким-то образом а, перешла в тот формат, когда вам теперь буквально себя приходится защищать и обороняться. У кого-то вот и так может быть. Интересно, совершенно неожиданно. Ну, то есть вот эта карта императора, давайте мы спросим, что такое карта императора? Это кто? Это какое-то однозначное решение. Это как новость какая-то. У кого-то, правда, вот такие отношения, когда вы уже успели построить планы. И действительно, у кого-то ваши действия с вашей стороны были они уже. И теперь какая-то новость для вас, если мы рассматриваем именно расставание. Она совершенно внезапна. Но я так вижу, что вы уже приходите к тому выводу, что, ну, где-то как ни живи эмоциями, а вот она реальность, она совершенно такова. И чем я быстрее увижу в реальности, что происходит, тем мне будет легче. Все же по тузу мечей, я называю эту карту «Выход из лабиринта», когда мы должны знать правду. Вот именно держать глаза открытыми. Ну, не совсем, конечно, карта император будет говорить, к примеру, об адвокатах, к которым вы даже, могу предположить, могли обращаться. Но иногда эта карта все же олицетворяет ту энергию, когда сильный мира сего или знающего человека, который отвечает, это самое главное понятие по карте император, именно за свои поступки. Так вот, именно с учетом туза мечей у кого-то может проиграться та ситуация, что вы вынуждены были наводить справки или узнать, как в отношении вас работает закон. Что же это еще за император? Какой роли? Ну да, еще одна десятка. Какой-то болезненный опыт. Или этот человек мог быть таким, что была какая-то пауза, а после последовало, может быть, письмо. А до этого были отношения, когда все развивалось, все было неплохо. А ушел человек буквально по-английски. И самое большее, что вы о нем узнали, когда попросту как смс-ка могла прийти или какое-то короткое сообщение. У кого-то я могу предположить, мои дорогие, и такой момент, когда ваш человек буквально ушел из жизни. Может быть и так. И вы тоже получили известие вот у кого-то. Но тогда я не совсем понимаю, почему вы смотрите. Но, тем не менее, с учетом вот этого триплета карт. Да, и у кого-то такое тоже может быть. Ладно, мы положим эти карты. И давайте тогда продолжим, раскроем, что же за человек. На кого вы смотрите? Наш второй расклад. Как нам карты обрисуют теперь его? Ну или ее, если смотрят мужчины, перекладывайте. Кто же? Карта дурака, карта шута. Как ни крути.
Это могла быть какая-то ваша небрежность, вы что-то не заметили. Или конкретно человек вас мог увлечь тем, что, мои дорогие, у кого-то была грустная история. Вот у нас перевернулись карты, туз мечей и десятка мечей. Какая-то ваша прежняя история была уже со знаком минус. Или для кого-то из вас, кто смотрит сейчас мои видео, пока не достала эту карту, не предполагала. Это может быть еще, знаете, могут быть такие отношения, когда предыдущий ваш опыт, он тоже был какой-то очень грустный. И, кстати, это по типу вот нынешнего опыта. Вы тоже какое-то время встречались, а потом все пропало, вы расстались, или как-то нелепо все это закончилось, или у кого-то из вас действительно человек ушел, может быть, это прошло какое-то количество времени, и вы, устав от одиночества, случайно познакомились с другим человеком, и вас эти встречи, они вас вдохновили. Вам хотелось быстрее забыть вот эту грусть, свою тоску. Все же, как ни говорим, отношения между мужчиной и женщиной, в первую очередь это вдохновение, это радость. Хотелось именно вдохновиться. Вот у кого-то проиграется и так. Но тогда мы были словно слепые, потому что мы какую-то ошибку могли завершить. А человек, мы сейчас раскроем, но я, как по первой карте, могу предположить, человек как раз искал каких-то легких отношений, новых. Может быть, человек сам был в какой-то истории, которая для него, ну, знаете, иногда бывает, тем не менее, мы все разные, когда он мог расстаться с кем-то и испытывать тяжелые эмоции, чтобы быстрее как-то пройти этот сложный период, он мог искать другие отношения. Это тоже он таким образом вдохновлялся, или ему казалось, что, или ей казалось, быстрее забудется какая-то его история, где он может быть отверженный. Вот такое ведь тоже может быть. Что же это за человек? У кого-то отношения на расстояние, карта мир, который точно знает, что он будет делать. И он добился, надо сказать, он получил, по крайней мере, от вас или ту порцию эмоций, или ту порцию помощи. Он остался доволен. Он прошел практически с вами, посмотрите, мои дорогие, все то, что он задумал. Два старших аркана. Нулевой, это первый аркан, и 21-й старший аркан, мир. Тут все закончилось. Он в своей жизни с вами как бы понимает, что отношения завершил. Все. Ну, давайте нам пусть еще что-нибудь расскажут. И у кого-то, правда, вы можете даже на разных языках говорить. Что нам о человеке расскажут? Вы знаете, сам по себе человек скорее склонен, может быть, к общению, но это общение у него однобоко. Он пытается чем-то кому-то, что-то кому-то доказать. Или вам он, мои дорогие, мог предстать как свободным художником, которого никто не понимает, или каким-то особым талантом, который тоже не признан, или какими-то идеями, которые вас могли заинтересовать. И, кстати, пафос какой-то может быть, который как раз где-то, это та удочка, на которую вы могли пойматься. Почему? Потому что все красиво сказано. Все, какие-то истины, моральные ценности были проговорены такие, которые очень импонировали вам тоже. И для кого-то из вас вы могли, или человек где-то умышленно мог действовать таким образом, он знает, или она знает, что люди верят тому, чему хотят верить. И поэтому разговоры где-то шли в таком ключе, что было бы правильно, о каком-то благородстве могли идти разговоры даже, или о том, что как нужно правильно поступать. То есть вот были какие-то беседы, чем вас это могло подкупить. А что еще? Королева жезлов. Это тот человек, который сам на своей волне. Вы никогда о нем не узнаете правду. Он умеет хранить секреты. Как чужие, так и свои. У него много секретов. Он прочно имеет финансовое положение. Он, даже если это мужчина, мы говорим, он очень здраво оценивает обстановку вокруг него, в каком он моменте находится. У него все под контролем. Для кого-то
если меня, например, смотрят девочки, и вы смотрите на мужчину, это мог быть мужчина, у которого был конкретно с 5 мечей конфликт с женщиной. С той женщиной, которая ему очень нравится. А что еще? И после этого у них наступило перемирие, вот буквально так. Нам показан так или иначе человек, который достигает своих целей. Он всегда имеет свою цель. Он может одевать разные маски, все-таки карта шута. Буквально в этой колоде карта звучит так. Идет женщина, громко стучит в бубен, одета в белые одежды и громко поет песни. Она ведет себя по-дурацки. Поэтому это, знаете, такое лицедейство, когда человек, и, как я уже сказала, может надеть любую маску, лишь бы получить итог. И итог получается. И конкретно победа. Не могу сказать, что как-то вот наш расклад, мои дорогие, пошел в позитивном ключе. Правда? Ну, вот так. Раз вы смотрите, значит, как-то нужно искать из этого выход. Хорошо. Давайте тогда мы с вами зададим такой вопрос. Планы человека. Вот самое главное. Вы ведь хотите узнать, что будет дальше. Планы человека на ваши отношения. Поставить все по местам. Это карта честности, искренности с самим собой. Вверху у нас карта дурака, шута. И тут как раз может быть, что человек-то сам с собой вполне честен. То есть даже если он ведет какую-то игру, эта игра ему вполне понятна. Что еще? И он ее уже практически завершает, 10 мечей. Он уже выходит. Хорошо. Как же дальше тогда? 2 мечей. Может быть, вы знаете, есть какое-то сожаление. Может быть, сожаление где-то очень глубоко в своей душе человек сожалеет, что с вами поступил некрасиво. Вот это я не могу отрицать. Или, может быть, подобный опыт. Это уже у него тоже не первый вот таким методом действия. И есть какие-то сомнения. Может быть, это те сомнения, ведь не обязательно, что меня на расстоянии смотрит. Кто-то смотрит по тем отношениям, когда вы знаете человека. И тогда вот эти отношения человек будет хотеть быстрее с вами прояснить, завершить, чтобы вы не создали ему ту ситуацию, когда он окажется в нелепом положении или когда тайное станет явным. Опять выпадает 10 мечей, и нам говорят о том, что человек практически уже как бы внутренне завершил. Но есть еще какие-то опасения, есть какая-то путаница, что же еще? Но так или иначе, аркан смерти. Это карта трансформации. Он сам, даже если ему где-то тяжеловато, но он все равно идет вперед, потому что он действительно оставил что-то позади. Совершенно неожиданный расклад, мои дорогие. Вообще, раз у нас пошло такое гадание с вами, давайте мы посмотрим на вас. С человеком все понятно. Ну вот какая-то игра, понимаете? Игрок. Актер Погорелого театра. И неважно, мужчина, женщина. Не имеет значения. У каждого своя какая-то тут игра могла быть. Но однозначно, да, вы смотрят, кто-то смотрит отношения. Может быть, это такой тяжелый итог. И тем не менее, правда, она есть правда. Не зная даже карты, понимаете, можно сложить общую картину. Что же вы теперь? Как карты видят дальнейшую вашу судьбу? Как вам вот это состояние вообще? Как долго, может быть, эмоционально, сложно, тяжело у вас это продлится? Что в ближайшее время будет у вас? Вы знаете, у кого-то могли быть такие отношения, как любовный треугольник, кстати. Все-таки у нас выпадает король кубков. Это карта часто показывает супругов или партнер, который второй. Вот у кого это проигрывается, например, да, вы могли встретиться с человеком, как мы говорим, не треугольник, а квадрат, и у вас есть другой человек, вы с ним поссорились, и у того, с кем вы встречались, может быть, или вы с ним общались, тоже есть другой человек. И тогда здесь все расходятся в разные стороны.
Но должна сказать, что для кого-то это будет карта, говорит, что у вас есть семья и дети. И вам нужно подумать о благополучии. Или иногда карта все же, если мы говорим, олицетворяет супруга. Ну, кто знает, может быть, это есть и у вас какой-то человек, как добрый друг, который готов вас выслушать. Что же у вас? Давайте раскроем, потому что у кого-то попросту будут финансовые вопросы, которые вы ждете денег. Вам нужно как раз закрыть а, тему какую-то финансовую или денежную, потому что по королю кубков еще это единственная карта в колоде Таро, которая олицетворяет человека, который правильно пользуется или сбалансирует в самом себе две энергии. Чувства, эмоции и материализм. И, может быть, вам на ближайший период придется как увидеть реальность какими-то другими глазами и не добавлять в какие-то вопросы работы, денег, каких-то эмоций ваших. Ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Нет, вот поворот к какому-то реализму. И быстро это не произойдет. Семерка монет всегда нам говорит, что должен пройти какой-то период времени. Мы не можем это быстро пережить. А что еще? Как вашу жизнь видят карты? Карта Луна. Ну, где-то эмоции накрывают. Вы знаете, вам по этой карте дают сразу совет. Не рискуйте с собой. Ну, кто знает, кто-то из вас, мои дорогие девочки, мужчины, должен был пройти вот такой сложный опыт жизненный, чтобы вторично, а ведь и правда наша судьба как раз может нас, как, знаете, экзамен устроить. И мы можем столкнуться еще раз с людьми, но в той ситуации, которая не случись вот с вами это первый раз, так может быть глубоко, вы бы на что-то купились или пошли, и себе бы нанесли урон гораздо больший. Это буквально ситуация учит вас себя сохранять. Сохранять свой дом, сохранять свое имущество, сохранять свои деньги и слушать интуицию. Что же еще? И все по справедливости. Вот я сказала, что, правда, у кого-то могут быть вплоть до слушания в суде по разным мотивам, по разным причинам. Может быть, коллизии ваших отношений так сложились, что вы теперь действительно должны себя не просто защищать, обезопасить, а еще и обратиться в правоохранительные органы, или у кого-то, может быть, и слушание уже идет в суде, и вы тоже смотрите, хотите узнать, в каком же ракурсе, ключе будет дальше развиваться событие. А правда, давайте мы еще события, как события ближайшего будущего. Что вот кто меня остается смотреть на эту минуту? Важно услышать. Ну вот сожаление. У нас тут сожаление. Посмотрите, сам как иерофант сожалеет о чем? О двух разлитых кубках. Нам сразу карта говорит, тема сожаления не крупная. Да, это тот опыт. И поскольку у нас изображен именно иерофант, вот я сказала, это как по судьбе, вы должны были, ну, вот такой сложный период испытаний пройти, потому что в последующем вы с похожей ситуацией или с похожими людьми, мои дорогие, столкнетесь в каких-то более жестких жизненных ситуациях, и вот тогда вам этот опыт пригодится. Вы правильно сумеете отличить зерна от плевел. Вам, видимо, действительно, жизнь не только нас мучит, но она нас еще и учит. Увы, конечно, умные люди говорят, учатся на чужом опыте. Но чаще-то мы на своих собственных ошибках, где мы там какие грабли нашли, вот уже туда мы стараемся не ходить. Хотя и это не гарантирует от каких-то ошибок. Но все равно идем дальше. Ну вот давайте теперь я сама достану, как событие ближайшего будущего, что вас тогда ждет. Какая-то новость. У кого вопросы, если с судом связаны или какое-то дело у вас продолжается, скорее всего, будут известия, и вам, возможно, придется куда-то отправиться, поехать, что-то согласовывать, какую-то информацию перепроверять. Перепроверять, мои дорогие, не рисковать. Что еще в ближайшее будущее? Вот быть реалистом. Девятка мечей. Человек не может открыть глаза. Иногда это просто бессонница, инсомния карта. Физиологию показывает о том, что мы плохо спим. Ну, понятно, у нас вопрос нашего расклада такой, что тут, в общем-то, не до радости ни разу.
то, что нас беспокоит, то, что нам мешает жить, по сути дела. И тогда эта карта говорит, для кого-то, как может советовать, обратись, может быть, к психологу, чтобы как-то решить вопросы по поводу бессонницы. Если это долго тянется, и вы чувствуете, что вы не можете с этим справиться, карта конкретно вам дает совет, чтобы вам помог специалист, мои дорогие. Для кого-то, может быть, помощь будет самому себе, как устроить себе прогулку перед сном. Вот эта вечерняя прогулка, когда мы дышим воздухом, вот эта размеренность наших шагов, когда мы думаем ногами, вот я так называю это. Вы знаете, правда, в какое-то более логическое построение идут наши мысли. Меньше хаоса тогда, больше порядка. Поэтому для кого-то, может быть, будет как раз полезным прогуляться перед сном, банально. Или, мои дорогие, куда-то съездить, чтобы, как говорят, большое видеться на расстоянии, для того, чтобы что-то делать вот с этой ситуацией сложной психологически. Это ведь карта страха. Это карта внутренних не просто сомнений, а это сначала были сомнения, а теперь они разрослись. Уже сомнение – это восьмерка мечей, девятка – это тоже сомнение. Но это уже когда дело идет к депрессии, к апатии, к тому, что нас засасывают какие-то отношения или думы какие-то. Реальность-то она другая. Вот нам об этом ведь говорят карты. А внутренне, тем не менее, мы не можем что-то отпустить. Или мы не можем признать свое поражение. Увы, так тоже бывает. Открой глаза. Вот только один совет по этой карте. И чем быстрее вы это сделаете, тем вы быстрее выйдете из каких-то сложностей. И да, будь готов еще к каким-то неожиданностям. Рыцарь мечей – это карта, и она нам говорит тоже где-то о том, что будь реалистом. Вы можете куда-то отправиться, искать информацию. Или по этой карте к вам может приехать человек как гонец, буквально новости какую-то принести. И вам придется в ближайшее время действительно вот открывать глаза, потому что реальность она заставляет. По этой карте могут быть и такие моменты, когда вам нужно закрывать вопросы, которые связаны, может быть, со спорами в судах или какие-то юридические вопросы. И не купиться, вот, кстати, по рыцарю мечей нам ведь тоже где-то говорят, перепроверяя информацию. Со знаком плюс эта карта проигрывается, когда мы ищем правду, и мы ее находим. Поэтому дважды будьте реалистами, трижды, мои дорогие. Что же в ближайшем будущем у вас будет? Карта императрицы. Тут действительно какой-то опыт, мои дорогие девочки, вы должны были пройти для того, чтобы подвести под знаменатель однозначно то, что вам мешает жить. Или какой-то типаж людей. Или, мои дорогие, это как экзамен жизни на вашу доверчивость. Вы, может быть, очень добрый человек, но тогда надо понимать, где заканчивается доброта и начинается уже нестабильная ситуация, небезопасная ситуация для вас. Карта императрицы может также говорить о том, что для кого-то, если правда были четырехугольники, тогда, скорее всего, у вас будут мысли больше о доме, о семье или о взаимоотношениях с прежним партнером. Правда, такое может проиграться. Для девочек это может быть «я жду ребенка», такое тоже может быть. И все-таки это символ, карта, символ нового «я». По сути дела, это перерождение после как завершения какой-то сложной и разрушающей ситуации. Буквально так. Мне очень хочется, мои дорогие, посмотреть. У меня есть колода карт «Волшебное зеркало Ленорман». Вот давайте мы достанем такие карты, и мы узнаем. Они именно больше показывают событийный ряд. Так вот, если мы про события, что это для вас может означать? Вообще, вот дальнейший период. Не ближайшее будущее, а вот какая траектория дальнейшей вашей судьбы, как видят карты. Пусть нам знаки судьбы как раз карты и дадут. Дом. Вот карта императрицы.
Вы знаете, вот правда, вы какой-то, как опыт печальный, может быть, ошибок или того, что, может быть, вы в чем-то были неправы. Вот есть какая-то реальность, есть какая-то правда, которую вам, как вывод, нужно сделать. С одной стороны, чтобы больше себя не подвергать риску, с другой стороны, лучше разбираться в людях. Доверять только тому, что надежно, то, что проверено. И вас чему вот как бы ведет судьба, вселенная, чтобы вы были реалистами, мои дорогие. По карте дом, ведь это карта нашего благополучия, когда у вас все будет хорошо. Что же еще вас ждет? В событийном ряде, пусть это будет отдаленное будущее. Вот вы поставите крест на чем-то, и вам это будет, знаете, как переходный период. Вы, наверное, столкнувшись с подобной ситуацией, вы теперь наперед будете точно знать, когда вас невозможно будет купить ни на лесть, ни на какие-то обещания, ни на внезапное «тебя люблю», трамвай куплю. Ну, какой-то вот все равно, когда нам говорят «я тебя люблю». Но мы ведь должны тоже быть реалистами, подумать. А вот почему человек любит? Ну, правда, к этому какие-то предпосылки должны быть. А если это с первого взгляда любовь, ну, тогда тоже надо понимать, что это любовь, которая больше страсть. Она сегодня есть, завтра ее нет. И в данном случае от любви до ненависти один шаг. Вот ваша задача быть реалистом, кто меня сейчас смотрит, и больше не покупаться на какую-то историю, которая вас может в последующем как раз как обесточить или материально где-то ввести в минус, или когда вы, мои дорогие, потеряете время. Карта императрицы – это статусная карта. Когда вы себя, мои дорогие девочки, буквально, может быть, вы себя не цените как должно. Вы думаете, что вот я без, может быть, мужчины, без второй половины я не самодостаточна. Или я жизни не представляю, я не могу жить в одиночестве. А почему не могу? Да все могу. Миллионы женщин, и многие даже и в последующем, ведь проходит грустный опыт, каждый по-своему, но практически каждая, за очень редким исключением. И именно этот опыт, он делает женщину сильнее, он и воспитывает определенное самоуважение, потому что потом ведь следует какой-то период себя восстанавливать. И в последующем уже ты не хочешь такое повторить. Так вот, карта вам все советуют, как и карта дом, так и карте Таро, карта императрица. У вас, знаете, будет такой период жизни, когда вы можете заработать большие деньги, когда вы можете развить собственное творчество, когда вы можете построить карьеры, когда вы буквально место жительства можете поменять, когда, да, у вас еще с учетом короля кубков, вас впереди ожидают отношения, которые искренне, в которых вы будете счастливы. Но, видимо, вот и этот минусовый опыт, чтобы вы были реалистом. Вот для кого-то, ну, считайте это как карма. У нас карта переворачивалась, и я говорила, Иерофант плачет. Да, это вот какое-то состояние апатии, когда мы учимся себя ценить по-настоящему. Каковы же события дальнейшие в вашей жизни? Я больше не буду тянуть, мои дорогие девочки. Ну, а если смотрят мальчики, перекладывайте на себя, значит, это в вашей жизни будет какая-то очень важная женщина. У вас, мои дорогие, совершенно другие отношения могут быть. И они должны отталкиваться от того, что вы любите глазами. Для начала. Прежде чем отдать кому-то сердце или позволить своим чувствам развиваться вот так, вы сами с собой, не человеку проверку, а самому себе, самой себе должны устроить проверку своеобразную, задать вопросы, откуда наши взялись как бы отношения, куда они продолжаются, могу ли я доверять человеку и хорошо узнать человека, прежде чем открыть свою душу. Вот как-то так, мои дорогие. Я надеюсь, что наш расклад вам помог, хотя, честно говоря, ну, немножко грустная, правда, ситуация, но в нашей жизни бывают и такие реальности тоже. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я вас люблю
И вы будьте счастливы и любимы всегда.